Что если мегалодон все еще существует? Недавние открытия поставили ученых в тупик. В разных частях мира находят следы, которые не должны были остаться от вымершего существа. Представьте, посреди Тихого океана команда исследователей изучает тушу кашалота. Огромные рваные раны выглядят так, будто кто-то откусил кусок размером с автомобиль. Ученые пытаются понять, какое существо могло оставить такие отметины, но есть проблема. Ни одна известная акула не обладает такой мощью. Еще одно странное открытие — гигантские зубы, найденные у побережья Австралии. Они выглядят слишком свежими, чтобы принадлежать виду, вымершему миллионы лет назад. Анализы показывают, возраст находки всего несколько тысяч лет. Это невозможно, но факт. В Бермудском треугольнике глубоководные аппараты фиксируют странные силуэты. Огромная тень скользит в глубине и исчезает. Операторы уверены, это не кит, не акула, не подводная лодка. Что-то гораздо больше, и это только начало. Самое удивительное — странные свидетельства продолжают появляться. И некоторые из них настолько пугающие, что их трудно объяснить логикой. Каждый год в океане пропадают корабли, рыбаки и даже крупные суда. Часть из них находят без экипажа, с поврежденными корпусами, а некоторые исчезают без следа. На побережье Южной Африки зафиксирован случай, который до сих пор вызывает споры. Рыбацкая лодка была найдена перевернутой. На борту следы мощных ударов, словно судно попало в лапы гигантского хищника. Рыбаки пропали. Единственное свидетельство произошедшего — радиозапись с судна. В ней слышны крики и жуткий звук, напоминающий глухой удар о корпус. Другой случай — гигантская грузовая баржа в Атлантическом океане. Команда корабля, идущего тем же курсом, увидела судно, дрейфующее в море. Когда они поднялись на борт, людей там не оказалось, только глубокие царапины на металле и следы чего-то очень тяжелого, вытащенного за борт. Но что, если у всех этих инцидентов есть нечто общее? Возможно, в глубинах прячется нечто, о чем мы даже не догадываемся. Когда ученые исследуют океан, они сталкиваются с необъяснимым. Под водой случаются моменты, когда что-то огромное движется мимо камер. В Тихом океане глубоководный аппарат фиксирует нечто огромное. Объект движется медленно, но размеры поражают. Больше школьного автобуса. Специалисты изучают кадры и не могут идентифицировать существо. Другой случай — в Карибском море. Океанографы запускают дрон в глубины. Камера передает изображение, и вдруг на фоне темноты мелькает массивная тень. Она настолько велика, что на несколько секунд закрывает весь обзор. Через мгновение — пустота. Есть и спутниковые снимки. На них видно, как в открытом море появляется нечто гигантское, а затем исчезает. Некоторые специалисты утверждают, что это гигантские акулы. Но такие размеры не характерны для известных видов. Если в океане все еще скрывается гигантский хищник, он явно умеет оставаться незамеченным. Но иногда, всего на мгновение, он дает о себе знать. Океан дарит ученым не только странные видео и фотографии, на которых трудно понять, что происходит, но и разные звуки, записи которых заставляют морских биологов усомниться в своих старых представлениях о мире. Один из самых странных случаев — звук, известный как блуп. Это мощный подводный шум, зафиксированный в 19 веке. По одной из версий, его могла издать гигантская форма жизни. Но проблема в том, что ни одно известное существо не способно издавать такой мощный звук. Другие записи более пугающие. У берегов Чили зафиксирован низкочастотный рев, который повторялся с разной периодичностью. Ученые попытались сравнить его с китами, но звук оказался мощнее и глубже. Еще одна загадка — звуковые всплески в районе Марианской впадины. Они напоминают ритмичные удары, похожие на эхо движения массивного объекта. Ни одно известное морское животное не двигается так. Если океан хранит тайны, то, возможно, он сам пытается нам о них рассказать. Нужно только правильно расшифровать эти сигналы. Мегалодон — это настоящий монстр древних морей. Это была гигантская акула, длиной более 60 футов и весом свыше 50 тонн. Челюсти были настолько мощными, что могли разгрызть кости китов одним укусом. Но самое жуткое — скорость и сила этой машины убийств. Мегалодон мог разгоняться до 35 миль в час. Вода давала ему невероятную маневренность, что делало его идеальным охотником. Этот хищник доминировал в океане миллионы лет. Его врагами могли быть только самые огромные киты. Но даже они не всегда могли спастись. И вот главный вопрос. Если такое существо могло править океаном так долго, почему оно исчезло? Или, возможно, не исчезло вовсе? Есть места, куда люди практически не заплывают. Это неофициальные запретные зоны, регионы, где происходят странные события, а исследования сталкиваются с необъяснимыми трудностями. Один из таких районов — Тихоокеанская бездна. Это гигантский участок океана, где почти не встречаются корабли. Здесь часто фиксируют исчезновение судов, а те, кто выходит на связь, передают странные сообщения о вспышках света под водой, внезапных колебаниях и движущихся тенях. Другой загадочный регион — Южно-Китайское море. Здесь рыбаки нередко говорят о том, что сталкиваются с чем-то гигантским,
редким, что вдруг появляется из глубины и также быстро исчезает. Есть записи, где видно, как вода внезапно начинает бурлить, а затем полная тишина. Официальная наука объясняет это природными процессами. Но почему именно в этих местах фиксируют самое большое количество странных явлений? Что скрывается в глубинах, куда почти никто не погружается? Если мегалодон мог дожить до наших дней, значит ли это, что и другие древние существа все еще существуют? Ведь в истории океана было немало гигантских хищников. Например, плеозавры, гигантские морские рептилии длиной более 65 футов. Их черепа могли достигать размеров автомобиля. Они были не менее свирепыми, чем мегалодон. Другой монстр — мозазавр. Это был настоящий морской дракон длиной до 80 футов. Его челюсти были настолько мощными, что он мог перекусывать акул пополам. Конечно, официально эти существа вымерли миллионы лет назад. Но если в океане есть места, куда человек почти не добирается, можно ли быть уверенным, что в глубинах не скрываются выжившие потомки этих гигантов? Большинство ученых уверены, мегалодон исчез. Главные причины, по их мнению, понятны. Во-первых, изменилась температура океанов. Эти гигантские акулы любили теплые воды, но климат изменился, и им стало сложнее выживать. Во-вторых, изменилась их добыча. Мегалодон охотился на гигантских китов, но их популяция тоже сократилась. Без пищи даже самый сильный хищник не может выжить. И, наконец, если бы мегалодон существовал, его бы давно обнаружили. Ведь такая огромная акула просто не смогла бы скрываться. Звучит логично. Но почему тогда появляются свидетельства, которые говорят об обратном? Многие доказательства вымирания мегалодона кажутся убедительными. Но есть детали, которые заставляют задуматься. Например, свежие находки зубов. Время от времени дайверы и ученые натыкаются на гигантские зубы, возраст которых насчитывает всего несколько тысяч лет. Как такое возможно? Ведь если мегалодоны вымерли миллионы лет назад, этих зубов просто не должно быть. Еще один аргумент — редкость обнаружений. Океан изучен лишь на несколько процентов. Многие существа, считавшиеся вымершими, внезапно находились в глубинах. К примеру, целакант — рыба, которая, по мнению ученых, исчезла сотни миллионов лет назад. Но потом ее поймали живой. Если целакант смог скрываться от науки, почему мегалодон не мог сделать то же самое? Военные подлодки были редким источником информации для ученых. Эти машины были оснащены самой современной техникой для изучения океанских глубин. И иногда они фиксировали что-то необычное. Однажды американская подлодка, плывя через одну из глубоководных впадин, обнаружила некий объект. Он двигался очень быстро. Быстрее, чем любая известная рыба или животное. Объект был огромным, но когда подлодка попыталась приблизиться, он исчез. В другом случае были записаны странные звуки под водой. Моряки описывали их как шум, похожий на движение чего-то большого. Но что именно их издавало, так и не выяснили. Военные редко раскрывали всю свою информацию. Но если они действительно сталкивались с чем-то необычным, возможно, в засекреченных отчетах скрывалась правда о том, кто на самом деле правил глубинами океана. Может ли мегалодон быть просто мифом, ошибочной интерпретацией данных, или все же есть шанс, что он прячется в глубинах? Скептики говорят, что все слухи о гигантской акуле — это неправильно интерпретированные наблюдения. Например, гребнистые акулы или гигантские самцы белых акул, которые достигают 20 футов в длину, могут показаться намного больше из-за преломления света под водой. Еще одна версия — редкие гигантские особи. Встречаются акулы, которые превышают обычные размеры своего вида. Их путают с чем-то совершенно новым. Но есть аргументы, которые не так просто опровергнуть. Например, гигантские следы укусов на кашалотах и следы массивных существ на морском дне. Если это не мегалодон, то кто? А если мегалодон не просто выжил, а эволюционировал, глубины океана — это мир, куда практически не проникает свет, там царят давление, холод и полное отсутствие солнечной энергии. Но даже в таких условиях жизнь адаптируется. Некоторые исследователи считают, что если мегалодон сумел приспособиться, он мог измениться. Например, стать медленнее, но незаметнее, уменьшить скорость, но развить другие способности, например, способность видеть в темноте. Есть еще одна теория — радиация. В океанах есть зоны, где фиксируется повышенный уровень излучения, особенно в районах ядерных испытаний. Не могли ли эти условия вызвать мутации у древних существ? Если в глубинах скрывается новый вид, возможно, он еще более опасен, чем его предок. Почему так много информации о глубинах океана засекречено? Военные обладают мощнейшими подводными радарами и акустическими системами, способными фиксировать движение на огромных расстояниях. Но многие данные остаются закрытыми для общественности. Известен случай, когда военные корабли у берегов Южной Америки зафиксировали объект, движущийся со скоростью, невозможной для известной морской жизни. Ученые не получили доступа к этим записям. Есть также слухи о том, что подводные лодки сталкивались с чем-то гигантским. Но официальных отчетов об этих случаях нет. Если глубины скрывают нечто невероятное, возможно, об этом уже знают. Просто не хотят, чтобы об этом узнали мы.
Многие думают, что океан хорошо изучен, да? Но это далеко от правды. На самом деле мы знаем о глубинах океана меньше, чем о поверхности Луны. Люди исследовали только малую часть Мирового океана. Большинство глубоководных впадин остаются практически неизведанными. Каждый год ученые открывают новые виды рыб, моллюсков, глубоководных акул. Некоторые из них выглядят так, будто прилетели с другой планеты. Если мы до сих пор находим неизвестные формы жизни, почему бы не предположить, что среди них могут быть гигантские хищники, оставшиеся незамеченными? Когда-нибудь мы узнаем правду. С каждым годом технологии становятся мощнее. Уже сейчас разрабатываются подводные дроны, способные погружаться на невероятные глубины и передавать изображения в реальном времени. Кроме того, спутниковые системы позволяют фиксировать крупные объекты, перемещающиеся в океане. Если мегалодон действительно существует, рано или поздно его найдут. Вопрос только в одном: готовы ли мы к этому открытию? Мегалодон был гигантским хищником, но у него был серьезный соперник — Левиафан. Это древний кашалот, который жил около 13 миллионов лет назад. В отличие от современных кашалотов, питавшихся кальмарами, Левиафан охотился на китов. Он был длиннее 50 футов, а его челюсти были вооружены зубами размером с человеческую руку, крупнейшими среди всех млекопитающих. Представьте себе гигантского кита с поведением касатки, способного крушить даже самых крупных морских существ. Некоторые ученые считают, что именно Левиафан мог стать причиной исчезновения мегалодона. Но что, если где-то в глубинах океана сохранились потомки этого хищника? Ведь даже сегодня киты остаются не до конца изученными существами. Когда говорят о самых больших млекопитающих в истории, обычно вспоминают мамонтов. Но был зверь гораздо крупнее. Парацератерий — вымерший родственник современных носорогов, живший более 20 миллионов лет назад. Он достигал 26 футов в длину и более 15 футов в высоту, что делало его самым крупным наземным млекопитающим за всю историю. Этот исполин весил больше 20 тонн, но в отличие от современных носорогов не имел рога. Он был травоядным, но его размеры делали его практически неуязвимым для хищников. Если бы такие гиганты жили сегодня, их присутствие перевернуло бы представление о мире животных. Сегодня крупнейшей ящерицей в мире считается комодский дракон. Но когда-то по земле бродил его гораздо более грозный родственник — мегалания. Эта древняя ящерица достигала 23 футов в длину и весила более 1500 фунтов. Она была покрыта толстой чешуей, а ее челюсти были наполнены ядовитыми железами. Мегалания обитала в Австралии и могла нападать даже на крупных млекопитающих. Ее укусы не только наносили жертве серьезные раны, но и отравляли ее кровеносную систему, вызывая медленную и мучительную смерть. Есть теории, что мегалания вымерла сравнительно недавно, всего несколько тысяч лет назад. А некоторые утверждают, что в глубинах австралийских лесов до сих пор можно встретить этих гигантов. После исчезновения динозавров на Земле появились существа, которые пытались занять их место. Одним из таких монстров была титанобоа, самая большая змея, когда-либо существовавшая на планете. Эта гигантская рептилия достигала 42 футов в длину и весила более 2000 фунтов. Она жила в теплых болотах древней Южной Америки и охотилась на огромных пресноводных рыб, крокодилов и даже небольших динозавров. Титанобоа убивала жертву, обвивая ее своими кольцами и сжимая с такой силой, что дробила кости и останавливала дыхание. Если бы такие змеи существовали сегодня, любой человек по сравнению с ними казался бы крошечным. Скорпионы пугают многих людей, но когда-то по дну океана ползали создания, которые могли бы заставить любого содрогнуться от страха. Иекаптерус — это древний морской скорпион, который жил более 400 миллионов лет назад. Он достигал 8 футов в длину, имел мощные клешни и длинный изогнутый хвост, способный наносить удары с ядом. Этот гигант обитал в морях и реках, охотясь на рыбу и других морских существ. Его тело было покрыто панцирем, защищавшим от хищников. Несмотря на свою древность, его родственники, современные мечехвосты, существуют и сегодня. Может быть, в глубинах океана прячутся еще более крупные и жуткие потомки этого гигантского скорпиона? Спасибо за просмотр и до новых встреч в мире удивительных открытий!